Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаю цикл упражнений на растяжку. В интернете очень много, и хорошей информации, где многие показывают лучше меня, я не самый гибкий человек. Но тем не менее, зрители все время просят меня об этом, поэтому я показываю. Ну и давайте мы сегодня рассмотрим простые какие-то упражнения для прямой мышцы живота. Как правило, она становится натянутой из-за наклона таза вперед, и эта мышца выдвигает вперед плечи и голову. Вот. Надо, конечно, точно понимать, в каком типе осанки эта мышца укорочена. Вот. И об этом я рассказываю в своем видеокурсе «Биомеханика осанки», как это увидеть, понять, потому что разным людям нужно тянуть разные мышцы. То есть всем не подходят одинаковые упражнения. Это вот минус преподавателей йоги и фитнеса, что всем дают одинаковые упражнения, но всем надо давать разные упражнения. Поэтому я исхожу из того, что вы знаете, какие у вас мышцы надо тянуть. Ну, а если не знаете, вот смотрите мой видеокурс и будете знать и для себя, и для близких, кому что надо вытягивать, какие мышцы короткие. Вот. Ну и так вернемся к прямой мышце живота. Она именно создает много проблем, то есть в шее, в плечах, вот, и в дыхании. То есть если она короткая, вы не сможете вдохнуть вот сюда в грудь. То есть у вас грудь вот так не будет подниматься. Видите, у меня хорошо поднимается вот сюда. То есть эта мышца не короткая, но плохо идет в бока. То есть у меня косые короткие мышцы. А мы сейчас говорим о прямой. У кого прямая короткая, тот не может поднять грудную клетку вверх вот так. Давайте боком покажу. Соответственно, такой человек не может сделать полный вдох, и у него нарушается дыхание. Одна из причин развития астмы, отдышки, нехватки выносливости, утомляемости, это как раз нарушение дыхания. Вот, ну и давайте я вам покажу простые упражнения для того, чтобы эту мышцу растянуть. Я думаю, что многие их уже знают. Но мы пойдем от простого к сложному, да. Вариантов их очень много. Ну, я покажу вот те, которые делаются вот на полу, потому что сейчас у меня так настроена камера, что я стоя не могу показать. Ну, первое, это вот все из йоги, да. Просто вот такая вот опора на локте. По-моему, сфинкс называется. Мне вот, например, совершенно это положение не натягивает мышцы. То есть я не чувствую никакого натяжения. Вот. Здесь надо понимать, что упражнения на позвоночник и на прямую мышцу, они очень разные. Потому что преподаватели йоги часто говорят именно о равномерном изгибании позвоночника. Здесь даже, если вы прогнулись только в пояснице, вы можете эту мышцу натянуть. И поэтому вы должны четко понимать задачу этого упражнения, что вы именно хотите. Увеличить гибкость позвоночника или прямой мышцы бедра. Хотя это взаимосвязано. Ну, дальше более сложное, да. То есть, это собака мордой вниз, по-моему. Вот вы ставите руки и вот так вот прогибаетесь. У меня совершенно эта мышца не натянулась. Вот я в боках чувствую натяжение. Как же усилить? Вы должны надуть живот, то есть сделать вдох в живот. Вот, и я еще поднимаю вот так плечи, и вот теперь я почувствовал натяжение в прямой мышце живота. Вот я надул живот, вот теперь она идет. Вот, можно это все усилить, если что-то подложить, да, не очень удобно, но тем не менее. То есть вы опираетесь на что-то, и у меня сейчас таз не касается, видите, пола. Надо единственное руки шире поставить, но
Вот сейчас я чувствую натяжение именно в мышцах живота. Ну, это могут быть такие специальные для отжиманий штуки. Сейчас я попробую найти их. Ну, вот это тоже вариант для такой растяжки. Вот, желательно ноги ставить на доски. И я сознательно вот сейчас даже коленями не касаюсь. И вот теперь у меня натянулась мышца живота прямая. То есть, если я ставлю колени, у меня это пропадает натяжение. Если поднимаю, то вот оно натянулось. Да, у меня сейчас перегиб был в позвоночнике. Это правда, да, и многие там преподаватели йоги сразу, наверное, начнут критиковать. Но я повторюсь, что вы должны четко понимать, что вы делаете. Упражнение на гибкость мелких мышц позвоночника – это одно. Упражнение на вытяжение прямой мышцы – это другое. Поэтому вы должны четко чувствовать ощущение, что тянется – позвоночник или мышца. И в зависимости от вашей задачи делать упражнения определенным образом. Потому что я могу делать с точки зрения йоги правильно, но у меня эта мышца не будет вытягиваться. То есть правильно распределил изгиб позвоночника. Ну, это все верно, да, но вот надо понимать четко задачу. Ну и давайте покажу еще одно упражнение. Очень легкое. Ну, конечно, легкое в зависимости от того, какую вы используете подушку, да. Вот вы взяли подушку и выполняете вот такой вот прогиб. И вот... Но у меня больше натягиваются бока, потому что они короткие. У кого короткая прямая мышца, она сильнее натянется. И вы поднимаете руки. Вот я поднял вверх руки и сразу чувствую натяжение в мышцах живота. Еще лучше, если вы их выпрямляете. И в дополнение, опять же, я надуваю живот. Вот, и теперь у меня мышца натянулась. Вот попробую несколько раз сделать, чтобы вам было видно. Можно просто надуть, держать, можно дышать, растягивать, отпускать, да? Опять же, ваша задача чувствовать, какую мышцу вы растягиваете, иначе вы будете не ту мышцу растягивать и результат не увидите. Вот удобно на некоторые там секунд на 10 задерживать дыхание. Ну и опять же, вот уже я сейчас лежу, мне уже стало легко. Да, уже мышца не тянется так. То есть растянулась. Чем хороша подушка? Вот она действительно выгибает позвоночник равномерно. И вам легко, вы лежите расслабленно. Еще лучше было бы, если бы я сейчас мог согнуть ноги в колени. То есть, если бы я лежал на кушетке, мог бы свесить колени. Потому что тогда... у меня бы таз натянул эту мышцу сильнее. То есть произошел бы наклон таза. Вот. Но такой вот вариант тоже, он очень-очень хороший, да. Во всяком случае, я считаю его легким, но при этом эффективным. Можно показать и еще варианты. Давайте покажу тоже, наверное, варианты. Тоже это все... известно, я думаю, многие знают их, эти упражнения. Многие делают и покажут лучше меня. Ну, я показываю, как могу, потому что мне уже 50 лет, и, конечно же, я не такой гибкий, как был в юности. Вот. Очень хорошо тянет прямую мышцу верблюд. То есть, вот такое вот упражнение. Вы встаете, опираетесь на пятки и вот так вот прогибаетесь. Вот, и сводите лопатки. Опять же, я предпочитаю усиливать натяжение вдохом. То есть я натягиваю живот. Вот, и теперь у меня натянулись даже мышцы ног от вдоха. Если я сделаю выдох сильный, все, эта мышца вообще не тянется.
А вот сейчас я натянул, и я чувствую, что мышца натянулась. Если это трудно, допустим, у вас гибкость слабая, тогда вы начинаете просто вот с такого прогиба. Вот она уже натянулась. Особенно если вы надуваете живот. То есть ваша задача раздуть вот так живот. Вот это более простой вариант для начинающих. А потом постепенно вы берете тоже какие-то подставки. Ну и опираясь на подставку. Ну, 2 только надо взять. У меня 1, 2. Глубже, глубже прогибаетесь. Потом уже вы можете доставать пяток. Потом ноги ставите уже на пол. И прогибаетесь отсюда. Вот это все будет развивать прямую мышцу, растягивать. Также очень хорошо растягивает мостик, но я считаю, что мостик очень трудное упражнение. Я, например, сделать его не могу. Во всяком случае на данном этапе, потому что мышцы живота у меня короткие, косые. Поэтому руки не поднимаются и сделать это трудно. Тем не менее, это очень хорошее упражнение, именно мостик. Вот, и вы всегда можете начать это пробовать делать. Давайте я попробую. Только начинать можно с мостика борцовского. Не с гимнастического, а с борцовского. Ну, сначала просто вот поднимать. Ну, так я совершенно не чувствую натяжения. Да. Но это для начинающих. А потом вот вставать на голову. Ну, те, у кого же проблема с шеей, как у меня, им, конечно, это сделать сложно и не нужно. Не нужно, потому что от остеохондроза станет еще хуже. Сначала надо его убрать. Поэтому я не рекомендую начинать с этого. Это продвинутый такой уровень. Поэтому, особенно если вам за 40, начинать с него не надо. Но теоретически вы делаете вот так. Сначала на голове, потом встаете на руки. Если вы молодой человек, то да, хорошо. Ну вот, пожалуй, некоторые варианты. Я повторюсь, что вариантов очень много. Есть куча вариантов с турником. То есть простое висение на турнике тоже растягивает эту мышцу. Особенно если вы висите в прогибе. Да? То есть я именно так делаю. Повисаю на турнике и ноги отвожу назад. Как бы я не висю, а стою на полу. У меня турник так, что я рукой легко достаю до него. И просто ноги отвожу назад и висну. Тогда вот здесь тоже растягивается. Вот, вариантов очень много. Также вам могут в парах поднимать руки. Ну, например, вы лежите. Вот очень хорошее упражнение, что вы лежите. И вам кто-то руки вот так вот поднимает вверх. Да? Вот, у меня здесь стол. Ну вот, я за стол зацепился. Вот. И постепенно, ну, можно показать это со стулом. Давайте я со стулом покажу это. Ну, попробую. То есть вот такие вот упражнения, когда ну, здесь какой-то турник и вы тянетесь, да. Можно какие-то веревки придумать. Ну и тоже дыханием вы натягиваете. Вот это очень хорошо растягивает мышцы живота, потому что здесь рука будет использоваться как рычаг. То есть если эти мышцы укорочены, они опускают ребра. А подъем рук как раз ребра поднимает. И поэтому, если вы делаете прогиб с подъемом рук, то натяжение усиливается. Что на подушке, что так. Но вот это последнее, конечно, трудное упражнение. Самое легкое это вот подушка. И при этом оно очень эффективно. Вот, надеюсь, что эти некоторые варианты для вас понятны. И они будут для вас полезны. Всем удачи!